Всем привет! Это видео о самом лучшем сварочном оборудовании в мире. Потому что многие сварщики постоянно спрашивают. Вот у нас есть различные бренды. Ну, допустим, в Америке это Lincoln Electric, это Miller, это ESAB. Ну, хотя ESAB сейчас там по всему миру производится. Ну, относится к американцам, потому что он принадлежит Америке. Допустим, в Японии у нас есть OTC, Daihan, Panasonic. В Европе у нас есть Lorch, EVM. Мегатрonic в Дании, Fronius в Австрии, в Италии есть Chia, есть Chibora. В общем, сварочных брендов премиум такого сегмента, ну, кстати, тот же и там Kempi в Финляндии, очень большое количество. Если кого-то пропустил, то говорите. Также и там Close есть, Merkley, ну сейчас они, по-моему, все уже, и остальные бренды. И постоянно все спрашивают, а вот, и даже, как сказать, многим интересно, а какое же лучшее самое сварочное оборудование вообще в мире? По технологиям, по возможностям, по надежности, по остальным также параметрам. Вот отвечаю на этот вопрос. Я тогда сразу же скажу, то, что самое лучшее сварочное оборудование в мире, эталон качества, эталон технологий, эталон, я не знаю, возможностей, это Fronius. Теперь объясню почему. Компания очень с большой историей, находится Fronius в Австрии. Компания с 1945 года производит источники. Начинали они, как всегда, с ручной дуговой сварки. Теперь же на сегодняшний день Fronius производит не только, как мы все привыкли, сварочные полуавтоматы, аргон-дуговая, ручная дуговая сварка. Также у них есть контактная сварка, орбитальная сварка, гибридная сварка, лазерная сварка, плазменная сварка. В общем, кстати, у Fronius вообще есть три там основных подразделения у этой компании. Это сварочное оборудование, это солнечная энергетика и аккумуляторы. То есть это гигантский такой завод. В Европе там общее количество сотрудников около 2000, у Fronius около 1000 патентов на технологии, которые у них есть. И, кстати, Fronius единственная компания в мире, которая около 7% всего дохода инвестируют в инновационные разработки, инвестируют в технологии именно. Почему же Fronius такой крутой? Потому что своими технологиями, надежностями, там элементарный пример, там, не знаю, SMT технология, холодный перенос металла, возвратно-поступательное движение. Никто из конкурентов или кто стремится еще не достиг таких технологий. Это только одна технология, а у них их большое количество. Fronius вообще это такой эталон качества, эталон технологичности. Многие европейские компании премиум сегмента, там, ну не знаю, то машиностроение, атомная промышленность, что-то там, автомобилестроение, все используют сварочное оборудование Fronius. И используют не просто как сказать, как многие сейчас делают, пытаются быть ближе к бренду и рассказывают про свой референс-лист, то что такое-то сварочное оборудование использовалось на таком-то на заводе. Это как, там, не знаю, привести, если пример, такую аллегорию. Допустим, строится атомная станция, зимой нужно на стройплощадке убирать снег и какая-нибудь там лопата 200, назовем ее. И производитель этой лопаты 200 говорит, вот наша лопата принимала участие при строительстве атомной электростанции, и там, благодаря этой нашей лопате эта электростанция, атомная станция построилась. Но по факту просто этой лопатой, там, не знаю, убирали снег зимой. И многие производители сварочного оборудования в своих референсах указывают как раз примерно такую аналогичную историю, такую вот ситуацию. Все хотят ближе быть к ведущим мировым заводам, инновационным заводам по там, машиностроению, как я сказал, уже там вагоностроению и так далее. Но по факту, опять же, вот большинство технологий все-таки само оборудование, на котором изготавливается все это Fronius. Там, опять же, привести пример, когда крупные фирмы приходят в Россию, там Liebherr, допустим, это другие какие-то там гигантские такие заводы. Когда строится в России сам завод по производству, допустим, строительной техники или чего-то еще, и сразу же по технической документации идет прописано сварочное оборудование. И это оборудование, естественно, Fronius. Это не EVM, не Lincoln, не Kempi, не там Lorch, не другое. Это именно Fronius. То же самое по автомобилестроению. Там на заводах, не знаю, Audi, Volkswagen Group. Ну, Audi, Volkswagen одно и то же, там Hyundai, Toyota. Опять же, везде стоит сварочное оборудование Fronius. И на этом сварочном оборудовании там изготавливаются все самое там высокотехнологичные изделия.
Как я уже сказал, у Fronius около 1000 патентов на различные разработки. У Fronius свои горелки, свой штыревой разъем, свои разъемы, свои наконечники, свои фишки, нюансы. И вот в этом во всем и есть именно эта инновация. Ну, плюс, естественно, надежность оборудования, плюс, естественно, технологичность, плюс те режимы, которые есть, режимы сварки, которые конкуренты по сей день так никто еще и не смог сделать такие же технологии, как у Fronius. Опять же, там привести пример. Если приехать там на завод ЕВМ, на завод там, не знаю, других производителей, то во всех сварочных лабораториях европейских стоят как эталон Fronius. Вот они его разбирают, смотрят, как он работает, ну, то есть покупают его, разбирают, смотрят, как он работает, пытаются понять те процессы, пытаются внедрить их в свое сварочное оборудование. То же самое, допустим, по Китаю. Когда приезжаешь в Китай, на любой там сварочный завод топовый приходишь, и в сварочных лабораториях стоят там не Кемпи, не Линкольны, не Миллеры, а стоит везде Fronius. И китайцы все, как сказать, разбирают до винтиков, смотрят, как это все работает, пытаются все это скопировать, саму технологию к себе в сварочное оборудование. Это, опять же, такой серьезный пример, то, что во всех там мировых крупных заводах, лабораториях сварки именно стоит сварочное оборудование Fronius. Ну, потому что это эталон качества, это эталон технологичности. Что мне еще нравится, кстати, мне за это видео там не платят, и я не работаю в Fronius, никогда не работал, я просто с этим сталкиваюсь в России, на всех крупных каких-то, ну, очень там Роскосмос, там, не знаю, атомная промышленность, серьезные машиностроительные предприятия. Везде стоит сварочное оборудование Fronius, потому что оно надежное, потому что оно высокотехнологичное, потому что оно позволяет решить задачи по сварке, конкуренты, которые не могут с ними справиться, либо могут, но это как-то невыгодно, непроизводительно, не экономически обоснованно. По инженерам у Fronius, вот у Fronius есть инженеры. Именно инженеры, которые разбираются в сварке, в том числе и в России. Кстати, у нас в России есть фирма Tena, которые официальные представители. И что мне нравится эти ребята, то что они реально соображают в сварке, они понимают, что это такое. Это не продавец-консультант, это не менеджер, как там в других компаниях, которые, там, не знаю, частный клиент, либо какое-то предприятие обратилось к какой-то конкретной задачей по сварке, и когда эти менеджеры начинают рассказывать: так, берите двойной пульс и все, и будет у вас счастье, не будет у вас брызг, не будет у вас корабления, не будет у вас деформации. А какая разница между там одинарным, двойным пульсом, где меньше типовложения, как это все работает, нарисовать там диаграмму и так далее. Ну, это уже другой совершенно уровень. А именно у Fronius это как раз именно инженеры по сварке, которые реально соображают и знают, что такое сварка, знают все техпроцессы. В этом, как сказать, они высококвалифицированные кадры. У них богатый опыт, и они много что знают. Это не простые менеджеры по продажам. Еще один плюс, который мне нравится у Fronius, это система калибровки. То есть, вот мы поставили, допустим, сварочное оборудование какое-то на завод. И через 4 года, естественно, сварочные параметры, которые были изначально, они уже немножко не так работают. А есть система калибровки, специальное оборудование, приезжают, устанавливают, калибруют. То есть, делают так, что это оборудование начинает работать с теми же техническими параметрами, как только оно вышло с завода. То есть они как бы наподобие его там восстанавливают, они калибруют этого. Такого нету у других производителей вообще. Но это на самом деле это большой такой бонус, большой такой плюс. Также еще хотел сказать то, что многие, там, не знаю, у нас в интернете, там, не знаю, европейские поставщики сварочного оборудования, американские поставщики, они снимают крутые видео. Мы понимаем то, что сейчас у нас мир маркетинга. Они снимают там классные видео, как в Голливуде, как там дуга у нас горит, какой-нибудь техпроцесс, распространяют эти видео, пишут статьи. Но никто, опять же, не может первоначальную технологию сделать такую, как у Fronius, там, не знаю, тот же импульсный режим, ту же там струю показать нормальную, те же там спецрежимы. Fronius берет именно технологичностью, это именно показывает это все на деле, на практике, как это все работает. Кстати, у Fronius очень еще большой такой отдел по автоматизации, по роботизации, по наплавке. Опять же, в России у нас вот крупные самые поставщики, крупные предприятия высокотехнологичные. Везде вообще установки Fronius как бы стоят, потому что они выполняют свои функции, потому что другие не могут, а Fronius может, потому что у них, ну как сказать, запас там, надежности, запас технологичности там, впереди планеты всей.
Что еще сказать про Fronius? Многие компании, там европейские бренды, американские бренды, перенесли часть своих производств в Китай, в Индию. Fronius, он как производил в Европе, так и производит в Европе. Там у них около 4 заводов сейчас. Они не стали это переносить. Ну, в этом плане они молодцы. Мне понравилось то, что они так делают. Что еще про Fronius? Да, в принципе, наверное, все. Еще хотел сказать, привести такой пример небольшой. Многие бренды постоянно конкурируют и хотят быть ближе. Ну, допустим, не знаю, позвоните там дилерам Кемпи, позвоните дилерам Есаба, дилерам там Линкольна, ЕВМа, там Чебуры, и все начинают говорить: так у нас аналогичное оборудование, у нас такое же, как Fronius. Все хотят быть похожи на Fronius, все постоянно себя сравнивают с Fronius, то что да у нас то же самое, у нас такие же технологии, как у Fronius. Все это говорят, но по факту это не совсем так является. И все хотят быть ближе именно к этому бренду, потому что они понимают силу этого бренда, силу этих технологий, силу этого качество, которое есть на самом деле. Еще такой пример хотел привести. То, что некоторые там фирмы начинают конкурировать, и им кажется, что они конкурируют с Fronius. Это как, допустим, не знаю, там на светофоре вы остановились, кто-нибудь там слева или справа начинает газовать, потом нажимает тапок в пол и резко уезжает вперед на большой скорости и думает: эй, я выиграл, я победил. Но дело в том, что с ним как бы никто и не играл там на скорость. Его как бы никто всерьез и, грубо говоря, там не воспринимал. Это я просто часто вижу, то, что многие там компании европейские, там американские пытаются какие-то там статьи писать, маркетинг, пытаются показывать свои технологии, то, что вот у нас лучше, чем у Fronius, там, либо мы такие же, как Fronius. В общем, это интересно, что не является, естественно, правдой. В принципе, по стоимости еще хотел сказать то, что многие говорят, стоимость Fronius очень-очень заоблачная, там источники питания, там не знаю, полуавтомат на 500 ампер в полном фарше, там двойной пульс, вся синергетика, там стоит около 2 миллионов, 1,5 миллиона рублей. Да, стоимость у Fronius большая, но опять же, это для России она большая. В Европе, если покататься по заводам, то есть для них эта стоимость, она не такая гигантская. Это в России, потому что у нас, экономика не такая хорошая, как хотелось бы. И в России у нас большая стоимость на сварочное оборудование. Также у Fronius, вот как я уже перечислил, там свои разъемы, свои горелки, свои там наконечники. Это все, если учесть, это в будущем это принесет экономию. Тут же там взять калибровку. Когда у вас есть задача по сварке, и вам нужно ее решить, и когда цена не имеет значения, тогда люди как раз выбирают Fronius. Когда они понимают то, что там, им не просто нужно там сварить, не знаю, балки, металлоконструкции, открыть фирму, сварить балки, завтра продать оборудование, там, фирму закрыть и так далее. А когда люди настроены на долгосрочную работу, они умеют считать деньги, и тогда они как раз покупают Fronius. И либо когда нужны какие-то технологии, когда остальные бренды не могут их решить, нет у них таких технологий, что бы они ни придумали, там, какие бы они ролики классные там, в Ютубе не записывали, там, в Голливуде, не знаю, какой бы они маркетинг не предпринимали, такого они не могут сделать. И тут только Fronius, опять же, он может это сделать. Наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, опять же повторюсь, я во Fronius не работал, я просто рассказываю свой опыт, я рассказываю европейский опыт, я рассказываю в Америке, как все это происходит. То, что оборудование Fronius, оно поставляется там по всему миру, и оно используется на самых высокотехнологичных производствах. Покупают люди, почему Fronius? Потому что это надежность, потому что это технологии, да потому что это круто, Fronius есть Fronius. И то, что есть у него, у других конкурентов, и кто к нему стремится, такого нету. И там многие отстают на несколько лет назад. В общем, наверное, все. Если вам понравилось это видео, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. У меня все. С вами был Сергей Витиченко. Всего доброго. До свидания.